Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Я благодарна вам за ваши добрые слова, подписки, лайки, ваши комментарии. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кто скучает по тебе? Кто в данную минуту не находит себе места? Это может быть ваша подруга, ваш мужчина, уж не знаю, хотел сказать, ваш коллега по работе, родственники ваши. Ну, сейчас, кто выйдет, тот выйдет. Того и будем считывать. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, расклад общий, девочки, не забываем. Мои хорошие, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, какая вы? Делаю вашу сигнификацию. Если сейчас резонирует, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая вы, какая девочка пришла на расклад? Ух ты. Интересно. Ой-ой-ой, как все тут серьезно. Семен Семенович. Так. Смотрите, какие карты. Первая карта Муза. Яркая, харизматичная, внешне привлекательная, энергетически наполненная женщина. Сама по себе оптимистка. Талантливая, кстати. Другое дело, развиваете или нет вы эти таланты, но Боженька вас наделил талантами, способностями. А у кого-то тут способности капец. Смотрите, тут идет дальше у меня. Вот это я сейчас уточню. У кого-то тут способности, девочки, смотрите, еще феечка. Подряд идет карта ведьма, ведающая после этого. После этого идет карта дьявол. Как вам сказать? Сила у вас у многих необыкновенная, необыкновенная. Карта токсична, знаете, я это хотела бы так считать. У кого-то понятно, на фоне там неудач, может быть, временных, девочки, временные, в личной жизни, там какие-то потрясения, утраты, да, это все могло имеет место быть. И на фоне этого всего может быть какой-то кризис в жизни, и вас это привело у кого-то в эзотерику, в психологию. Но я вам хочу сказать, у вас в самих заложено это. Ну, это сила, тут ведающая, женщина, обладающая тайными знаниями, женщина, которая имеет доступ к этим знаниям. Для многих среднестатистических замечательных женщин эти знания закрыты, то есть тут еще мудрость дополнительная. В принципе, показано мне, у кого-то прям могло быть в любовной сфере какая-то история такая, ну, не буду говорить мистическая, но, знаете, много было вопросов, тайн, загадок, поэтому, возможно, кто-то захотел узнать ответы на вопросы, да, искал, поэтому кто-то в психологии, кто-то опять в эзотерике, расклады те же. Так, у кого-то тут, ну, дьявол, у меня сердце разбитое, да, ну, у кого-то были созависимые отношения. В принципе, даже не хочу сюда особо тут отношения мужчина-женщина, тут, ну, давайте так, тоже озвучу, да, у кого-то по дьяволу, ну, тут прям подряд так идет, я должна это озвучить, тут прям могло быть магическое вмешательство у кого-то, да, в личной жизни, да, соперники, соперницы, ну, это все при личных раскладах, все смотрится, ну, тут я должна тоже это озвучить, имело место быть у кого-то. У многих, в принципе, женщина, может быть, в свое время столкнулась с тем, что она попала в эти какие-то созависимые отношения, где 24/7, вот как вот заведенная в голове у нее этот мужчина, эти какие-то любовные эти приключения накрывала. И порознь невозможно, и вместе плохо, и для чего это было дано, и кто этот мужчина, и что это за опыт такой. Вот тут тоже могло быть такое разбитое сердце, и дьявол, это тут могли быть очень тяжелые отношения. У кого-то это, в принципе, разочарование во взаимоотношениях с людьми. У кого рядом, вы смотрите, женский какой-то коллектив, группа женщин, и рядом разбитое ваше сердечко. Где-то ваши надежды, мечты, ожидания, может быть, от общения,
от попыток построить взаимоотношения, выстроить там у кого-то дружбу, у кого-то это в коллективе, там в женском, или в принципе взаимоотношения с людьми, да, это говорит о том, что разочаровались вы, где-то, может быть, иллюзии какие-то разбились, да, ваши. Каждый из нас же какую-то проекцию делает. Вот вы так относитесь к людям, и как бы вы там не старались думать, что ничего я от них не жду в ответ. Все равно мы подсознательно где-то так надеемся, что если мы хорошо к людям относимся, то и в ответ как минимум нам не будут гадить, да. Ну, тут что-то тут проблемки. Тут как будто бы ощущение то ли как инаковость, да, вот как какой-то коллектив есть, а вы чувствуете себя, ну, не совсем своей в этом коллективе. Или опять-таки ощущение, ну, как другими словами я не скажу, как будто бы вы другая, иная, как будто бы то ли вам нужно окружение поменять, или вы хотите это окружение изменить, найти своих там единомышленников, или в принципе вот так как-то считываете и думаете, я не хочу проживать такую жизнь, как, допустим, вот эти вот замечательные женщины проживают. У меня другие в жизни там приоритеты, ценности. Я не хочу быть такой, как они, при всем уважении к ним, да, ну я совершенно другая. У кого-то так даже может проиграться. Вот этой карте все равно должна озвучить. Многие, какой-то у кого-то романтичный стиль, да, изначально были такая какая-то, может быть, любили фэнтези, да, сказки, много читали, как будто бы частично идет как в прошлом. Опять как не то, что там отрешенность от этого мира, опять-таки инаковость, другая, не такая, как все. Вот выделяетесь вы, ну, опять-таки, где-то у кого-то это долго не могли вырасти, да, как большой ребенок. В этом верите в волшебство, верите, может быть, в людей, верили даже. Да, мне так почему-то хочется сказать. Но это у вас все равно есть, как бы вы это не пытались сейчас, может, из себя изжить, да, любовь к людям, но и вера в людей. Как будто бы чуть-чуть не из этого мира. Ну, я в хорошем смысле, девочки. Может быть, это для своего, ну, знаете, как-то это вас и выделяет, но это отличает от других, но это, может быть, является даже причиной ваших каких-то не особо, ну, скажем так, вам иногда это во вред для вас. В каком плане? В плане того, что вас не считывают, как будто бы вы одна из них, да. Может, и здорово. Вы не являетесь серой массой, да, какой-то. Вас не считывают как... Ладно. Как серой мышкой какой-то. Так, токсичность о чем? Ух ты. Ну, у кого-то элементарно идет женская зависть вашей внешности, у кого-то, может быть, вашим ресурсом. Прям княгиня у меня вышла. Вас многие видят, кстати, может быть, за счет вот этой инаковости. Вы, в принципе, просто по-другому как-то мыслите, может быть, цели у вас другие. Но вы, я не вижу, что тут вы там прям самоутверждаетесь или кого-то считаете хуже себя. Нет, ни в коем случае. Тут скорее вы даже страдаете от этого их какого-то то ли осуждения, то ли непринятия. Хотя нафиг вам оно нужно, ладно, извините, девочки. Но тут карта бумеранг, тут скорее, знаете, с их стороны, со стороны многих женщин идет тут зависть. Зависть, им кажется, у вас там, может быть, жизнь лучше сложилась, или вы умеете как будто бы приспосабливаться, как будто бонусы какие-то еще извлекать. Хотя по этим картам я вижу тут прям какая-то душа такая на разрыв, как-то так прямо вам... Вы хотите быть, ну я не хочу сказать, что вы тут хотите быть принятой, нет. Вы хотите быть самой собой, и вы в этом искренне. Ну ладно. Все равно тут карта ведьма ведущая. Тут с одной колоды, с другой вышла. Тут как будто бы вы проживаете свою жизнь, а она и хотите свою жизнь проживать. А многие этого не понимают.
вы то ли не соответствуете каким-то критериям, требованиям, стандартам, отличаетесь. Это как бумеранг вам. Но при этом вас видят тут по карте, извините, княгиня, тут все у вас в шоколаде, все прекрасно. Может быть, понятно, вы не рассказываете про свои там какие-то неудачи, неправильно, какие-то неприятности. Ну, тут у многих женщин такое, знаете, с одной стороны, тут токсично все-таки я спросила, ну, тут зависть, тут какое-то, с одной стороны, и даже и восхищение, с другой стороны, вот как под пристальным вниманием. Что у нее еще там происходит? Вот такая какая-то, она тут вот как для многих как бельмо на глазу. Извините, так мне идет. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак. Итак, кто скучает по тебе? Кто в данную минуту не находит себе места? Кто? Кто этот человек? Кто по вам скучает? Кто в данную минуту скучает по вам и не находит себе места? Мужчина, женщина, кто это? Кто скучает по вам? Может, ваша подруга. Давно не выходили на связь. Кто скучает по вам? Кто? Смотрим. Ух, подруга. Мужчина сразу. Ух ты, ё-моё. Красивый. Ладно, хотел сказать относительно. Ладно, у всех это... Ну, что там относительно? У всех стандарты разные, да? Для кого-то... Ладно, не хочу. Всплыло в памяти это, как говорят. Чуть красивее обезьяны, уже красавец, да? Ой. Не, ну тут реально красивый какой-то. Ладно. Ой, Ира. Успокойся, выдохни. Так, смотрите. Кто скучает по вам? Кто в данную минуту не находит себе места? Вот такой товарищ у нас. Мужчина скучает. Мужчина-провокатор. Сразу вам хочу сказать. Мужчина, который... Провокатор в чем? Может быть, кстати, не свободен. Да? Карта дом с одной стороны. А с другой стороны у меня почему-то идет карта по пятерке земли. Тут карта такая своеобразная. Сейчас я буду уточнять. Это он? Угу. Ну, девочки, вот сейчас опять расскажу какую-то такую историю. Вы мне напишите. У меня уже... Вы опять меня про старого любовника. Давайте про новых. Да, с удовольствием. Приводите новых. Буду про новых рассказывать. Ну, что я тут вам... Что мне выходит, я то и озвучиваю. Вот эта карта, она очень часто считывается в Монаре. Женщина, архетип любовницы. Видите, тут на полу собирает осколочки собственного счастья, да? Осколки зеркальца разбитого. Ее окружает толпа. Толпа таких людей, знаете, солидных тут. Матроны солидные, как это сказать, в общем, мужчины в каких-то костюмах, то тоже все такие олицетворяют социальное мнение, давление социума. Ну и такой архетип, знаете, семейной пары, которые при наличии этой любовницы все равно они продолжают жить вдвоем, мужчина и женщина, да, вот так вот. Так вот, тут я доложила, думаю, о чем это? Проще всего мне, конечно, было бы сказать, что мужчина не против, где-то на стороне иногда, то ли опыт у него был, да, проживания, вот так, какой-то опыт такой, наличие этой любовницы, может быть, даже предательство какой-то любовницы. Это о чем? Конечно, звучит так оно
изначально, получается, он жену предал, когда завел, если можно сказать так, любовницу, да, но тот, может быть, отказался любовница, очень часто от слова любить, да, то есть если он какой-то женщине, не убираем ответственности с этой женщины, да, с любовницы, она делает свой выбор, это ее жизнь, но если он там голову заморочил ей, она с удовольствием заморочилась, да, сама, да, то ли пообещал там, то ли в принципе, уже не знаю, как-то картинку такую создал, и она вошла в отношения с ним, то он мог легко в один момент просто, она искренне могла влюбиться в него, да, а он мог очень легко эту женщину потом, ну, как-то, знаете, так, можно сказать, некрасиво скажу, ну, как вышвырнуть, как вот воспользовался, ну, где-то ею, где-то, может, наивностью, доверчивостью, ну, не буду дальше говорить, чем еще он там воспользовался, где-то обесценил, а потом мог так же легко как будто бы отвернуться от нее. Вот тут какая-то такая история, девочки, у кого-то может проиграться. При этом мог прикрываться, тут с одной стороны карта дом, это говорит, я могу, если бы не было этих карт, я бы сказала, боже, тут такой семьянин, добропорядочный. Для него имеет огромное значение, для этого мужчины, его дом, его, может быть, статус. Тут материально, мне все-таки хочется сказать, для него имеет значение. Может быть, какие-то атрибуты. Вот я могу себе позволить там, не знаю, яхты, пароходы, может быть, какой-то отдых в 5-7 звездочных отелях. Вот это вот сюда, про этого мужчину. А провокация это о чем? О том, что мужчина в свое время мог вот какие-то отношения такие, которые может создать, да, где-то параллельно, которые закрывали его, может быть, эмоциональные потребности. В этот момент вот там ему не хватило. Это говорит тут в общем о его эгоизме. Смотрите, тут высшее я. Мужчина любит себя, ценит себя, высокого о себе мнения, опять-таки. Тут карта воровство. Вот воровство у меня всегда выходит, девочки, когда мужчина при вот тут высокой самооценке, да, вот тут вот карта высшее я, мужчина с легкостью мог позволять себе какие-то, ну, назовем это, начиная далеко идущего флирта, да, опять-таки где-то какие-то такие взаимоотношения, форматы, где он готов был брать воровство, это когда у нас забирают, а в ответ ничего не дают. Так вот тут вот с какой-то женщиной мог эту всю историю проиграть. Я не говорю, что тут это в большом количестве проигрывалось, там, ну, я имею в виду большое количество этих партнерш, но один какой-то точно такой вариант тут был. Ну, тут воровство. Человек взял, а в ответ мало что дал. Ну, кроме, может, разбитого сердца. Так, пишем. Так, сам по себе какой. Ну, у меня вышла карта жадины. Этот мужчина жадина. Может, эмоционально жадина. Может быть, копить на что-то, пытается деньги собрать, накопить, уже не знаю, на новую яхту какую-нибудь. Так. Тут странное сочетание. Для него каким-то озарением, как инсайт озарением, макушку что-то его тут шандарахнуло. Диссонанс, лечение. Ну, давайте вот будем накладывать. Тут очень похоже на какой-то кризис у него резко случился. Как будто он рассчитывал на что-то одно. Тут диссонанс карта, смотрите, замечательная женская головка и длиннющая несоизмеримо шея. И это все связано, карта лечения. Женщина тут, ну, это сродни кукле Вуду, да, тут уколы ставит. Другими словами, для него полной неожиданностью шок было. То ли коммуникация с кем-то, то ли то, что его кто-то на место поставил. Может быть, тут у меня эгоизм выходил. Тут корону ему с лопатой, может, кто-то сбил, поправил. Или, в принципе, как-то кто-то себя так проявил. Но это касается его, может быть, эгоизма, может быть, его моделей поведения. Как будто его кто-то, опять-таки, подтолкнул к мысли, тут не подтолкнул, тут конкретно, я же говорю, как приложились, как лопатой по голове. Извините, сравнение, может, не очень, но будто бы этому мужчине показали его поступки, подсветили его с какой-то такой стороны, это для него стало шоком. Может, никто никогда ему не говорил.
как он себя ведет, да, как считываются его поступки другими людьми. А тут в один момент у него как глаза открылись, и он тут подофигел, да, вот скажу прямо. Так, это о чем вообще? Это время уже прошло, это не... Девочки, у кого-то это прям может быть с вами связано, да, но вы уже от этой истории освободились, да, опять получается история из прошлого, ну извините. Вы прожили это все, для кого-то это был такой прям удар, ну, может, предательство этого мужчины, обесценивание. Ладно, смотрите, у кого-то показано длительное время тому назад эта вся история случилась. Она вообще какая-то мутная, непонятная была. Тут карта сглаза и луна. Правда, могло быть много чего-то там мистического. Может, вы пытались разобраться. Карта шабаш, тут ведьмы. Может, распаковка произошла у кого-то. Опять увлечение эзотерикой, вот эти вот знания какие-то, поток информации у кого-то пошел. Это все сюда, потому как тут, ну, тут карта шабаш, даже дальше тут карта мастер. Ладно. Вообще, с чем связано? Ну, тут женщина, наличие какой-то женщины, какой-то непонятной истории. Может, у кого-то как незакрытый гештальт, да, много троеточия. Непонятно вообще, что это было. Вам уже более-менее становится понятно, да, поэтому вы увлекаетесь эзотерикой, может, психологией, опять-таки карты. А для этого мужчины эта женщина осталась как непрочитанная книга. Мало того, что не прочитана, она не закрыта, она открыта, эта книга. В плане, он ее то не может прочитать, понять, ну, и закрыть он этот как будто бы опыт не может. Точно не закрытый гештальт какой-то. Так, ну и карта мастерство. Где-то, может быть, у кого-то его сподвигло это, опять-таки, может, уже не знаю, там, карьера, личностный рост. Может быть, и для вас это также стало, вот общение с этим мужчиной, как кармические партнеры, да, свела судьба. И хочешь, не хочешь, ты меняешься. Ты уже никогда не будешь таким, как прежде. До встречи с мужчиной вы были одной, теперь абсолютно другая. И у него то же самое. Ну, тут я за вас спросила, освобождение. Скорее всего, вы тут мастерство приложили усилия. У кого-то работали над собой для того, чтобы, может быть, закрыть эту всю тему болезненную, где-то созависимые отношения, где-то прожить это все, предательство. Ладно, сам по себе какой мужчина? Ну, тут у меня еще вышло скучает, еще раз. То есть, действительно, этот мужчина по вам скучает. Какой мужчина? Вот эта карта, она тоже, кстати, говорит о том, что он даже в вашем общении, может быть, в любовной этой вашей истории он видит очень много чего-то такого таинственного, мистического. И вас он видит, необычная женщина. Опять-таки, корабль надеется на что-то хорошее, прекрасное в своей жизни. Тут интересно. Тут прям может кто-то считывать, знаете, если дела у него не особо там идут, после то ли расставания с вами, у кого-то ссора, у кого-то предательство могло быть, ну, с его стороны мне больше так как идет. Ну, не буду все на мужчину спихивать, ну, проблемы какие-то тут были точно, то у него вполне возможно сложилось впечатление, что тут, не знаю, должна это озвучить, тут проклятие, может быть, череда каких-то у него неудач в жизни началась, и он тут кто-то даже прям может думать, боже мой, это я ее обидел, это я там что-то тут такое вытворил, она меня тут чуть ли не прокляла, она мне чуть не очень хорошее пожелала, это я так мягко говоря. Тут карта молитва, может, искренне человек даже молится и думает, боже мой, как мне это проклятие снять, и как мне так сделать, чтобы мне ничего за это не было, да, скорее всего. Ну, кто-то, ладно, это я тут так иронизирую, но тут кто-то искренне молится, может быть, хотел бы вам счастья, здоровья и дабы вы не помнили плохого, да, только хорошее. Знание. Мужчина, которому через вот эту вот историю общения с вами, как будто бы пришли знания тоже. Может, знания о себе новое, по-другому он смотрит на взаимоотношения между мужчиной и женщиной, на любовь, может быть, на предательство.
Ну, тут болезненно для него. Я же говорю, тут кто-то прям ему, как носом его натыкали. Вот, ну, это виртуально, но вряд ли физически вы это сделали. Тут как будто бы показали ему, подсветили его очень некрасивые поступки. Тут как-то так мне. Человек тут прозрел, осознал. И для него это болезненно. Ну, какой-то, может быть, уязвленный эгоизм. Где-то он даже не думал о себе в таком контексте. А вы тут глазки ему открыли. Ну, вот такой мужчина скучает по вам в данную минуту. И не находит себе места. Вот такой мужчина. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.